Здравствуйте! Это вторая глава нашего большого разговора о том, как психика организует нашу жизнь. И сегодня мы будем говорить об одном из самых важных понятий всей этой системы– об актуальном конфликте. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было не просто очередное психологическое определение, потому что я хочу предложить вам небольшое путешествие. И оставайтесь со мной до конца этого видео, потому что сегодня вы не просто узнаете новый термин. Мне хочется, чтобы к концу нашего разговора мы начали немного иначе смотреть на собственные переживания. И сегодня вы узнаете, почему два человека могут переживать одну и ту же ситуацию совершенно по-разному. Почему иногда одно сообщение в телефоне не дает нам покоя несколько дней? Почему замечание, сказанное мимоходом, может остаться на годы? И почему иногда психика реагирует совсем не так, как нам кажется логичным? Я расскажу вам несколько очень простых метафор, чтобы понимать материал лучше. Мы будем говорить о море, о волнах, боли, которая становится проводником. И, возможно, впервые посмотрим на свои переживания не как на какую-то там слабость или проблему, а как язык, на котором психика пытается нам что-то сказать. И если к концу этого видео вы начнете задавать себе не вопрос, что со мной не так, а вопрос, что именно моя психика пытается показать мне этой реакцией, значит, этот разговор уже был не зря. Начинаем. Почему меня так сильно задело именно это? Есть вопросы, которые хотя бы однажды задавал себе почти каждый из нас, каждый человек. Почему именно этот разговор я вспоминаю уже третий день? Почему именно это сообщение никак не выходит у меня из головы? Почему замечание коллеги испортило мне настроение на целую неделю? И почему один человек переживает развод как конец жизни, а другой как тяжелый, но все-таки преодолимый этап? Почему кого-то буквально разрушает фраза, сказанная вскользь, а кто-то проходит через серьезные жизненные потрясения и сохраняет внутреннюю устойчивость? На первый взгляд кажется, что ответ очевиден. Наверное, все зависит от самого события. Если событие большое, значит и переживание большое. Если событие маленькое, значит и переживание должно быть маленьким. Так нам часто говорили или говорят родители, друзья. Да, ты паришься из-за ерунды. Я намеренно использую этот сленг, это слово. Но человеческая психика устроена гораздо интереснее. И сегодня мы начинаем или продолжаем разговор, который, возможно, изменит то, как вы будете смотреть на собственные переживания. И сейчас метафора обещанная, куда же без них. Море, представьте море, когда мы стоим на берегу, мы всего лишь видим волны. Они шумят, поднимаются, разбиваются о берег, и кажется, будто именно волна главное, что происходит в море, или главная причина этого шторма. Но если посмотреть глубже, оказывается, что волна лишь самая заметная часть огромного процесса. Под поверхностью есть течение, есть еще глубже большие потоки воды, а под ними весь океан. Так вот, с психикой происходит очень похожая история. Когда человек говорит: я обиделся, мне тревожно, меня это задело, я опять сорвался. Он рассказывает нам, казалось бы, о волне из метафоры, а на самом деле о внутренних процессах, которые включились и подняли эту волну, эти волны переживания, эмоциональности и непонимания, что же на самом деле со мной произошло. Потому что помните, что мы сказали, что волна почти никогда не возникает сама по себе. Сегодня мы будем говорить именно о ней.
о том месте, где внутренние процессы впервые становятся заметными. А в психотерапии это место называется актуальным конфликтом. И что такое актуальный конфликт? Очень важно понять одну вещь. Актуальный конфликт– это не событие. Поясняю. Развод– это не конфликт. Замечание начальника– это не конфликт. Опоздание партнера– не конфликт. Потеря работы– не конфликт. Все это события. Конфликт рождается немного позже, в тот момент, когда событие встречается с внутренним миром человека, с внутренним миром каждого из нас. Именно в этой встрече появляется переживание или напряжение, как угодно можно сказать. Можно даже сказать проще. Актуальный конфликт– это наша внутренняя реакция на то, что произошло. И вот есть еще такая мысль. Два человека могут оказаться в совершенно одинаковой ситуации, но переживать ее совершенно по-разному. Один спокойно скажет «ничего страшного», а другой еще неделю будет прокручивать какой-то разговор в голове или какое-то небольшое событие. Почему? Потому что событие было одинаковым, а внутренний мир разным. А где же рождается конфликт? Мне нравится объяснять это очень простой формулой. Актуальный конфликт появляется там, где сталкиваются две реальности. То, как по моему внутреннему ощущению должно быть, и то, как оказалось на самом деле. Я ожидал поддержки, получил равнодушие. Я рассчитывал на уважение, столкнулся с пренебрежением. Я надеялся на честность, увидел ложь. Я хотел быть замеченным, меня не увидели. Именно в этой точке появляется внутреннее напряжение, где столкнулись ожидания и реальность. Еще одна метафора. Представьте, человек, который приходит к врачу и говорит, у меня болит колено. Но боль, согласитесь, это еще не болезнь. Но она показывает именно то место, где что-то происходит. Она делает невидимый процесс видимым. С актуальным конфликтом происходит то же самое. Он не является всей проблемой, но он показывает место, где психика особенно чувствительна. Ту область, где что-то нуждается в нашем внимании. И именно поэтому я не люблю относиться к своим переживаниям как к врагам. Очень часто они становятся проводниками. Они показывают дорогу туда, куда мы давно перестали смотреть. Поэтому, когда вы в следующий раз поймаете себя на мысли, почему меня это так сильно задело, не спешите отвечать, потому что человек поступил неправильно. Попробуйте задать себе другой вопрос. Что именно внутри меня встретилось с этой ситуацией? Расшифровываю, конечно. Может быть, человек действительно поступил неправильно, может быть, он опоздал, не ответил, перебил, обесценил, не поддержал, сказал что-то небрежное. Но если ваша реакция оказалась сильнее самой ситуации, значит, внутри произошло что-то еще. Ситуация как будто встретилась с чем-то уже существующим внутри вас. Например, вам не ответил на сообщение, снаружи факт, какое-то время просто молчание, нет ответа. Но внутри могло подняться старое чувство. Меня не выбирают, я не важен, важна. Меня можно оставить без ответа, опять не важна, не важен. Я снова должен ждать. Например, вас перебили, и снаружи человек просто не дал вам договорить. Но внутри могло активироваться. Мой голос не имеет значения, меня не слышат, я должен замолчать. Или, например, партнер опоздал, снаружи, 20 минут, задержался. Но внутри могло прозвучать, моими чувствами пренебрегают опять, я снова один. И вот это очень важно. Мы реагируем не только на то, что произошло сейчас. Мы
реагируем на смысл, который психика придала этому событию. Иногда нас ранит не само молчание, а то, что это молчание внутри нас означает. Не само опоздание, а то, что оно в нас разбудило. Не сама фраза, а то место, куда она попала. Поэтому вопрос, что именно внутри меня встретилась с этой ситуацией, означает, какая моя потребность была задета. Потребность быть услышанным, потребность быть важным, потребность быть выбранным, потребность быть в безопасности, потребность быть уважаемым, потребность быть принятым. Какое острое чувство поднялось? Обида, стыд, страх, одиночество, беспомощность, злость. Какой знакомый внутренний смысл включился? Меня снова не видят, я опять лишнее, со мной что-то не так, меня можно бросить, мои чувства не важны. И когда мы задаем этот вопрос, мы перестаем смотреть только наружу. Мы начинаем видеть не только другого человека, но и свою внутреннюю реакцию. Не для того, чтобы обвинить себя, нет, совершенно ни в коем случае нет. Не для того, чтобы оправдать другого, тоже нет, а для того, чтобы понять, почему именно это событие оказалось таким болезненным. Иногда с этого вопроса и начинается настоящее знакомство с собой, потому что там, где нас слишком сильно задело, часто спрятана не уязвимость в классическом смысле слова, типа я в чем-то слабый. Там спрятана важная потребность, старая боль или место, которое давно просит внимания. Иногда именно этот вопрос становится началом очень глубокого знакомства с самим собой. Итак, финальная мысль. Когда мы смотрим только на события, окажется, что жизнь бывает несправедливой. Почему одна и та же ситуация одного человека почти не затрагивает, а другого лишает покоя на месяцы и даже годы. Но если мы начинаем смотреть на внутреннюю жизнь человека, оказывается, что психика реагирует не на размер события, она реагирует на его значение, на то, к чему оно прикоснулось внутри нас. И тогда возникает следующий момент. Почему иногда достаточно одного сообщения, одной фразы, одного взгляда, чтобы внутри поднялась настоящая буря. Почему мелочь иногда причиняет больше боли, чем большая трагедия. Об этом мы поговорим в следующем видео. Спасибо, обязательно подписывайтесь, жду вас в следующий раз.